Завтрак в нашем отеле Янгакдо. Похоже, я даже правильно произнесла это название. Рыцари круглого стола. Набережная облагораживают. Какие тут развязки. Дороги, по которым нас возят, они все ровные, новые. Выехали за пределы Пхеньяна. Здесь уже дорога пошла с заплатками, и меня подбрасывает в кресле. Рисовые поля, и на них огромные буквы, гласящие: давайте перейдем к коммунизму. Там вдали Пхеньян. Были такие маленькие государства, страны, очень много их было. Потом в X веке появилась страна, новая династия Горел. И вот она объединила прям все маленькие вот государства, и вот появилась единая вот Корея тогда именно. Поля, это рисочек растет. Вот здесь постный. Это первый момент, да, вот страну развития. Дело в том, что после конец Второй мировой войны, да, на востоке против японцев, и они побоялись, что вот Советский Союз быстро все освобождает и занимает всю территорию, да, и расширяет свое влияние на востоке. На северной части, ну и на всем Корейском полуострове. И поэтому он для этого оставалась большая разница. И поэтому нам пришлось отступать, то есть совершить такое стратегическое время. И стирает, и заботится о своих детях, а мужья, они просто... Июля это день победы в войне, это против американцев. А в августе, 15 августа, это день освобождения Кореи от иго японцев. Это мы отмечаем. В сентябре, 9 сентября, это день основания нашей республики. В октябре, 10 октября, это в семье, ну, где-то 2-3 детей. В деревнях побольше. Гробница короля Тунмена. Там впереди курган.
государство Кугурю. Это была нынешняя территория Китая. Останки, к сожалению, не сохранились во время японской оккупации. Все это было уничтожено, но корейцы, как только появилась такая возможность, все здесь восстановили. И теперь сюда водят туристов. Рядом с курганом можно увидеть скульптуры самых верных чиновников короля. Когда-то здесь водились тигры. Мы спросили, амурские? Нам ответили, нет, корейские. Деревья смазываются глиной так, чтобы черви снизу не смогли подняться по стволу дерева вверх и ничего там не подъели. Да, вот Денис-то приехала, да, вот вчера, вот и тогда праздник. Буддийский монастырь. И вот он, настоящий монах, нас встречает. Давайте зайдем. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 어떻게 지내십니까? 어떻게 지낸가요? 잘 지내지요? 자, 올라가 볼 분들은 올라가서 봅시다. Здесь живет 6 монахов. 이 정도. Центральный ход это для монахов, для учеников. Все, все монахи стали. В волейбол играют. А у нас здесь красивые ворота. А здесь еще красивее. Полуголые мужики. Мы гуляем в горах, а тут есть караоке. Мужик хорошо поет. Очень хорошо. Остатки старой стены. Буддийский монастырь 8 века. Здесь живет 3 монаха. Люди, которые для нас здесь веселились и танцевали, ушли. Рабочий день закончился. Вот, дом называется. Наш отель в горах. Макетик отеля. Рум-тур. Отеля в горах. Шкаф. Весьма такая немаленькая ванная комната. И номер аж с 3 кроватями. Есть водичка. Столик, за которым можно работать. Кондёр. Вид на горы. И кроватки, ну, такие, полуторные, я бы даже сказала.
Настя, что ты делаешь? Это не я. Это не я. Полтергейст? Учитесь, русские ательеры. В КНДР в отелях есть зубные щетки и зубные пасты одноразовые. Идем на ужин мимо кинотеатра и слышим русскую музыку. Голубой огонек в КНДР. Бассейн. 25, по-моему, метров тут есть. А, нам свет включили. О, камсамнида. Работает. О, включили. Ничего себе. Какая спа-зона. Ребята, мы находимся в КНДР. Если вы думаете, что здесь ничего нет, люди голодают, и здесь нет там ни бассейна, ни цивилизации, то вы глубоко ошибаетесь. Все здесь есть. Это наш ужин в горах. Оп. В лучших китайских традициях. Стол с крутящейся столешницей. Да-да-да. Диджей, крути музыку. Да нет, это поле чудес. Мяско. Приватный зал нам устроили. У нас тут свиночка. И принесли сразу десерт. Так он десерт уже стоит. Интересно, тортик стоял с самого начала трапезы. То есть, если решил закусить тортиком перед ужином, ну, why not? И картошечка фри свеженькая. Чей-то рис уехал. Клаб-сэндвич. Все уехало. Вы представляете, в КНДР есть вино. $10 бутылка. Оно немножко сладковатое. Вот так выглядит. Ваше здоровье. Такая гостя. О, что же оно мне напоминает? Это какая-то помесь вина, кваса, портвейна, причем 3 топора с какой-то кислинкой. Ну, напиток на любителя. Зато Надо закуску, чтобы нам привезли. ачивка есть. Я попробовала вино из КНДР. Где еще можно такое выпить? Нигде, только здесь. Мастер вина как раз сказал всю правду. Сомелье. Сомелье, да. Это вино напоминает домашнее вино, которое можно встретить в Краснодарском крае. Причем домашнее вино не то, которое они сами пьют, а которое они делают на продажу. Вот это оно. Тихо в горах, и только слышно, как поют какие-то птички и сверчат сверчки. А какие здесь ароматы? Хвоя, какие-то цветы, названия которых я не знаю. Я оставлю окно открытым и буду наслаждаться этими звуками и ароматами. Снова там же, снова с теми же, только на этот раз на завтраке. Мы приехали в горы смотреть водопад. Водопадик красивый такой. Забрались на гору к монастырю. Тут цивильная такая лесенка. Но, правда, мы уже запыхались. Маленькие люди и большие валуны. Здесь на камне что-то написано про Ким Ир Сена.
На этом камне написано «Да здравствует вождь Ким Ир Сен». Сурен – это вождь по-корейски. Его дальше имя Ким Ил Сон. Вот где народ купается. О, он нырнул. Ну все, я пошел. Ух ты! А там девушка. Местные ребята купаются с удовольствием. Мне тоже захотелось, так жарко. Водичка теплая, вот такая. Жаль, что не взяли купальники. Почему-то наши жители считают, что здесь купаться нельзя. Но вот, пожалуйста, народ здесь купался. Корейское барбекю из баранины и утки. К сожалению, камеру зафиксировать негде. Будет так. Богомол. Оп. Он у вас ручной уже. Я сейчас его туда отправлю. Пусть летит. Или ее. Оп. А он, походу, не может. А то местный хотел ее прибить. О, не надо ее убивать. Я говорю, пусть идет. Вот Пусть идет. Да, давайте ее в лес отправим. Вот она, а ей чуть-чуть осталось. Вот она. Все, Давай, беги. Дураков подальше. Волшебный источник, и у нас черпачок из какого-то овоща, не помню, как он называется. Нужно, чтобы из этой дырочки ничего не вытекало, потому что вместе с водой вытечет счастье, удача, в общем, все хорошее, что вы себе хотите пожелать. Так, ничего не выливается. Пьем. Свежая водичка такая прохладненькая. 절로 결국 남겨준 것이 오래 운나가 완성한 완성된 문턱에 범을 타고 가는 소년을 Это можно. В этом монастыре, как и в прошлом, живет 3 монаха. Здесь выращивают женьшень под соломенными навесами. Город Кэсон находится рядом с границей Южной Кореи. К сожалению, на границу мы не попадем. Сейчас туристов туда не возят. Очень, конечно, хотелось бы, но, увы, и ах. Отличается от Пхеньяна. Мы приехали в город Кэсон, это уже город Кэсон. Здесь население 300 тысяч человек. И само название города Кэсон означает открытие крепости. Здесь тоже была крепость, и вот открытие крепости такой смысл имеет. Мост Сонджук находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО.
Женщина более сурова, чем мужчина. Вот это вот мальчик добренький, а это суровая девочка. Пионерки. В самом центре это аудитория, так называлась Нюмндан. А маленькие домики на обеих сторонах это библиотеки. Ну, это серпы. А вот эти сами чего? Медные монеты, то, что открыли в 1992 году. Здесь показывают женщин кессонских. В те времена бык стоил дороже, чем люди. Ужасно. Здесь крестьянские восстания. Вот это. Это стихи, написанные про вот как они, эти чиновники, угнетали простых. Это тоже крестьянские восстания 12 века. Вес это 1,3 килограмма. Тяжелый. Для кого-то это достаточно. А в 14 веке наши предки изобрели пороховое оружие, и они внедрили в морском бою. А, в Корее изобрели порох, не в Китае? Мы сами тоже. А, и одновременно с китайцами. Почти, да. Еще первыми в мире внедрили в морском бою. На коленях стоит японцы. Агрессоры. Кидан. А, кидан. Тот, кто напал. У меня есть эта картинка на рюмке для соджу. А это корейские игры. Для мужчин. Для мужчин тоже носили пучок такой, да? Первый раз вижу, как растет киви. Пока не спелый. Да, мы ходим, тут музей, гробница, а нас удивляет Киев, действительно. Университет легкой промышленности. Вот такое красивое здание. Плантация женьшеня. Вот посмотрите. Как откапывается женьшень. Аккуратненько, ювелирно. Там строители все за нами следят. Строители нельзя. А, нельзя, точно, я забыла, да. Только 6-летний женьшень это эффективный. Да? А 12-летний нет? Нет. Седьмой год начинает гнить. Корень. Он говорит, это самое такое. Хорошее. Самый топовый 6-летний женьшень. Давайте тогда идем туда в магазин. Аккуратненько сняли женьшень. Люди здесь более суровые, чем в Пхеньяне. Они не улыбаются и не машут автобусу. Ну, детишки везде веселые. Наверное, портом. Возможно. В 1992 году, когда великий вождь товарищ Ким Ир Сен посетил этот город, и он сказал, что вот король Ван Гог, он имеет большие заслуги, он же объединил 3 государства. И просто горожане Кесона очень ненавидели вот нового короля Ли, да, и поэтому они даже называли свинину, да, и до сих пор это как-то передается, и поэтому в этом городе свинину называют просто мясом сумки до сих пор. И спросите, какая у тебя фамилия, он ответит Шубан. Этот город не пострадал во время войны. И вот после войны хотели построить, перестроить все эти дома.
но думали, что это пригодится, передавать следующее поколение все эти дома, как они выглядели тогда, и поэтому так и решили оставить. 그래서 여기가 바로 가을의 시청보다 민관거랑면입니다. Я два видел, один правильно, один так, Стоим у гробницы короля Вана, но кто-то решил прилечь. Та-дам! Это люди как люди. А это Денис. Карабкаются. Есть фрески, то, что нарисовал сам король. Двойная гробница короля и королевы. Здесь есть статуэтки. А под этим столом вход в гробницу. Военных чиновников, гражданских чиновников ближе к королю. Верхний тоже надо убрать. Вот он камень, И вот это надо, который ведет в гробницу. поэтому так. Гробница уходит на 2 метра вниз и на 9 метров горизонтально. Ее защищают суровые тигры и добрые бараны. Гора Ой. А где тут написано? Обходим с другой стороны гробницы. Все те же самые животные. Тигры, бараны, тигры, бараны. В отличие от других гробниц, это оригинальная. Она не была разрушена. Видно, что камни старые, не новодел. И мы возвращаемся туда, откуда пришли. Мы приехали в фольклорный отель. Ну, в стиле ханок, как оно называется по-северокорейски, я не знаю. Чосонок или еще как-то. Надо спросить. Но вот что интересно. Здесь закрытая территория. Как только наши автобусы приехали, за нами закрылись вот эти вот красивые ворота. Никуда мы не сможем выйти. У этих ребят не забалуешь. А так тут все есть. Огромная парковка для автобусов. Сувенирный магазин, чтобы мы не ходили по городу в поисках сувениров. И куча охраны. Заселяемся в традиционный корейский отель. У нас небольшая комнатка. С красивыми шкафом и сундуком. Ой, мы в Южной Корее в похожем месте ночевали. И у нас здесь есть... У нас здесь есть санузел. Ну, кстати, пол теплый, что значит лето. Это не ноябрь. Так, стопы, а это... ну это, слава богу, закрыто. Я надеюсь, из соседнего номера к нам сюда не придут. Там дверь. Она, видимо, на замок. Вот, туда не попасть. Мы разложились, устроились. И знаете что? Здесь есть куча розеток. Очень удобно. У каждого футона есть по розетке. За ночь мы зарядимся, и завтра будем готовы снимать новый контент. А розетки здесь универсальные. Подходят и для европейских, и для китайских. Вот везде бы так делали. И даже вот в таком отеле есть полный набор мыльно-рыльных принадлежностей.
много риса. И гвоздь программы инсамсуль. Это женьшеневая водка, 30 градусов. Гораздо мягче, чем мы думали. А на вкус так вообще, как микстурка, горлу сразу тепло и хорошо. По еде у нас тут сегодня, ну, такое, оно высококалорийное. Не знаю, что из этого смогу есть. Курицу только подожду. Чипсы, вот это меня, конечно, радовало. Лейс. Самое некалорийное выбрала. Ой, какие они жирные. Это был первый и последний кусок. А вы что попробовали? Свинина, кажется. Это, кажется, тоже свинина. Она острая. Это острая? Нет. Вот это? Это омлет. Рыбка красная. Ну, это я знаю, что такое. С кабачком. Кабачковые, да. И рисочек. Что ж, приятного нам аппетита. Принесли гвоздя программы. Это цыпленок с женьшенем, с рисом. Ну, то есть цыпленок фаршированный рисом, женьшенем, специями и всем таким вкусным. Диетическое блюдо. Там гинка был, и плоды гинка для вкуса. Первый раз пробую вот это блюдо из курицы. Прекрасная курица. Я себе немножко налила супчика. Она настолько хорошо сварена, что легко отделяется от костей. Вот, посмотрите. Присутствует вкус женьшеня, но он настолько деликатный, нейтральный, что блюдо становится диетическим. Я бы с удовольствием ела этот суп, когда у меня простуда. Одного такого супа хватит, чтобы выздороветь на следующий день. Нежная. И прекрасный куриный бульон. Он даже не соленый, он такой нейтральный, но ты чувствуешь вкус каждого продукта. Я такой люблю. А сейчас я вам покажу, как веселятся русские. Мы находимся в Северной Корее, в традиционном отеле. Ребята поставили руки вверх. Танцуют. В Северной Корее вот такая пати. Вот такое веселье. Party like a Russian. На этом было очень удобно спать. Подушка с наполнителем из риса. Кстати, может быть, это одна из причин, почему мы сегодня хорошо выглядим. Подушка из риса. Секреты красоты по-корейски. Ну, плюс женьшеневая водка перед сном. Двор нашего ханока при свете дня. Территория фольклорного отеля. Вручную все пропалывают люди. Красивейшая территория. Вчера ночью не особо это было видно. Тут какой-то другой щектан, ресторан. Но нас будут кормить в том, что дальше. Даже канал есть. Прямо перед нашими ханоками. Я называю их ханоками, потому что вчера забыла спросить, как это называется по-северокорейски. Южные ворота или Намдэмун. Внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Находятся прямо на круговом движении.
И на самом деле ворота гораздо больше, чем кажутся снаружи. А колокол-то звенит. В КНДР, как в Голландии, самый популярный вид транспорта – велосипед. Свадьба. Вид на город Кэсон. Старые здания в традиционном корейском стиле. С черепичными крышами. Там люди ходят по улочке. Да, нормально на это. Я думаю, аккуратно огороднички, какие датчики. Таким у тебя и запомнят. Дальше едем мы в город Пхеньян. И вот где-то 3 часа езды с одной технической остановкой. Это самый такой бар, который очень популярный сейчас, да, у нас. Популярный у кого? Популярный среди наших корейцев. Вот это очень хорошо, наконец-то. Новооткрытый бар на новой улице, поэтому пока что все стремятся туда. Солнечные панели люди используют. В отеле только вот пиво Тэдонган называется. Это Тэдонган, это река Тэдон. Это главная река, которая течет. Да? Наш отель прямо на острове, на реке этой. Вот пиво Тэдонган это самый такой популярный у нас в стране. И вот их есть не только вот один номер, но прям бутылочный это всегда под номером 2, двойка. А вот когда разливное, то тогда 8 сортов пива. Вот можете попробовать вот все эти 8 сортов пива сегодня вон там, в пивном баре. И православная церковь будет завтра. Да? Православная церковь после обеда. Хоть как-то. Рыбаки. Два часа на автобусе в сторону гор Мюнхен. Сделали техническую остановку. Нашли мой размерчик пива.
За $3 кружечка. А покажи, что это кружечка. О, отлично. Вот так, полторка вина. Это не пиво, это целый отец пивандрий. ГЭС. Гидроэлектростанция. Какие горы! Между народами. На самом деле это есть музей подарков, где выставлены все подарки к нашим лидерам, к великому отцу товарищу Ким Ир Сену, великому руководителю товарищу Ким Чен Иру, уважаемому маршалу Ким Чен Ыну от разных стран мира. Внутри музея подарков фоткать нельзя, но зато можно на смотровой террасе. Роскошный вид на горы и на речку. Красота. Горы, музей, традиционная корейская крыша. Из разных городов страны. Пионерский лагерь. Одна смена 14 дней, 2 недели. С апреля по ноябрь работает лагерь. В красивом месте. Панчаны.
Это тоже, принесли вот это тоже, горячее, омлет, вот это я салат не знаю, русский. Да, спасибо. Это похоже на курицу. Салат не русский. Салат не Попробовал, русский. он это овощи с яблоком, а тут майонез. Ну, салат типа русский. Это, И это, это, по-моему, свинина в кляре. их тоже Ну и две дали. супчик. Буддийский храм Похён. В буддийском мире есть эти три королей, которые якобы защищают каждую сторону света. Восток, запад, север и юг. Посмотрите на потолок, здесь есть 1774 года росписи. Оригинал. Тишь да благодать. Здесь просто хорошо. Караоке. Это прекрасно. Вот так веселятся трудящиеся. Ой, ну зайки, просто зайки. Какие милашки. Пикник. Просто зайки. Мы приехали танцанить в горы, а там в самом начале люди веселились, танцевали и пили, вкусно ели. И у них так было весело, что хотелось остаться. Но мы сюда приехали все же ради гор. Надо подняться хотя бы к первой беседке. Посмотрим, насколько меня хватит. Ну, вроде уже который день тут с айгаком бегаю, прыгаю. Не должна я сдуться быстро. Ну что, кто не успел сходить в туалет, вот, пожалуйста, в 50 метрах, вот туда наверх домичек стоит. С открытыми дверьми, да? С открытыми дверьми, всех медведей и кабанов пугать. Водопад так себе. Даже телефон доставать не буду. Небольшой водопадик. Не буду. Поднимаемся мимо водопадика. Вот дальше уже маршрут поинтереснее. Дорога 1000 водопадов. Красивенько. И этот красивый водопад называется Писон. Цивильненько. Можно подержаться за ограждение. Ступенечки сделаны. Вот так высоко мы уже забрались. И это еще не самая вершина.
17 минут лазания по горам, и мы в первой беседке. Вот такая здесь красота. И водопадик. Сейчас мы будем пугать всех в горах. Вот мы, вот горы. Ну что, давайте на счет 3. 1, 2, 3. О! Слабенько! Слабенько, слабенько! Поорать в горах КНДР. Achievement unlocked. Мы устроили ор выше гор. А наши ребята уже вон далеко забрались. Ну это же прелесть! Вы только посмотрите. Мостик. Ну, парапет такой, коротенький. Здесь можно упасть и костей не собрать. Горы в облаках. Люди карабкаются, а мы фоткаем. Туман, туманыч. Путь становится все чудесатее и чудесатее. Вот тут мы будем приседать. Дошли до облаков. Вдалеке высокий водопад, но его не очень видно. И здесь вторая беседка. Мистически, романтически, шикарно. Георгий не спешит. Я решила так здесь и остаться, на второй беседке, и не подниматься выше на 1 километр вверх. Там наверху ничего не видно, все в тумане. И, в принципе, можно было и не тратить свои драгоценные калории. Возвращаемся обратно. Туман густеет, опускается все ниже и ниже. Вот эта площадка была ясная, когда мы поднимались. А когда обратно шли, уже появилось молоко. Кто говорил, что в горах нет туалета? Вот, пожалуйста, есть. И мы поняли, что это туалет по запаху. Возвращаемся обратно. Падением. Да, я только что упала. Слава богу, я держалась вот за эти ограждения, цепи. Обеими руками зацепилась и упала мягко на рюкзак. Так что идите, дети, в горы с рюкзаками. Они могут смягчить падение. Почти дошли до первой беседки. Спуститься осталось совсем чуть-чуть. Могу сказать, да, сил до второй беседки спокойно хватило, хоть и было нелегко. На третью я подниматься не стала, ну просто потому что там все было в облаках. Это, в принципе, небезопасно. Я собираюсь жить долго и счастливо, поэтому такой риск мне не нужен. Могу сказать, что нам очень повезло с погодой, несмотря на то, что накрапывает дождь, достаточно прохладно. Другая группа, которая поднималась сюда несколько дней назад, делала это в 30-градусную жару под палящим солнцем. И многие до второй беседки даже не дошли, они закончили вот здесь, на первой беседке. А нам сейчас хорошо. Любуемся дождливыми горами, туманами, облаками.
И не хочется отсюда уходить. Очень комфортная температура. А мелкий дождь, он как душ. Потому что, карабкаясь в гору, мы изрядно вспотели. Дождь усиливается. Пришлось надеть дождевик. И сейчас я безумно рада, что мы решили спуститься пораньше. Спускаться с самой высоты вот в такую дождину удовольствие малоприятное. О, там Леша идет. К нам присоединился Леша из Мзунгу. Скажи, как там наверху? Прекрасно. Прекрасно? Я там был как ежик в тумане в маньчжурской тайге. Кричал лошадка, ежик. Да, я кричал, девятиступенчатый, откройся. Ступени открывались одна за одной. Прекрасно. А лошадка? Прекрасно, красиво. Лошадки не было, только ежик. Только ежик. Настя, расскажи, как там наверху? Да не очень. Не стоило подниматься, да? Ну, там хорошую погоду, и когда он полноводный, тогда надо. А так, в общем, мы оказались правы, что не стали подниматься. А это веселые ребята, которые танцевали. Улыбаемся и машем. До свидания. По-русски говорят. Роща, Роща. Спасибо. Конца камнида. Веселые корейцы поехали по домам. Что ж, мы приехали со всех экскурсий и решили поиграть в бильярд. Здесь американский пул. Русского, кстати, нет. Хотя странно. Америка вроде как враги, а русские друзья. Но, тем не менее, здесь пул. О, эта дорожка свободна. 3 дорожки для боулинга тоже есть. Можно играть. Но я боюсь, что мои ногти это не выдержат. Не хочется терять прекрасный маникюр. И как и везде в Северной Корее, можно курить. Прям сигаретами пахнет. Ух!